Недавно, во время прямой линии, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил руководителей Следственного комитета Александра Бастрыкина и МВД Владимира Колокольцева в том, что они занимают не свои места. Правоохранители позже сообщили, что у них есть доказательства вины подростка, за которого вступился Кадыров, и его соучастников. А вскоре, по согласованию с ФСБ, Кавказ был отключен от мирового интернета. В Чечне, Дагестане и Ингушетии полностью перестали работать Telegram, мессенджеры и многие сайты. Официальная версия событий — это учение. Однако трудно поверить, что такое развитие событий является простым совпадением. Эксперты считают, что это сигнал главе Чеченской Республики, который решил в очередной раз проверить границы дозволенного. Об этом и расскажем в этом выпуске. Видимо, Кремль тонко намекнул Кадырову на абхазский сценарий. Когда оппозиция Абхазии отвергла инвестиционные предложения России, ей предоставили самостоятельность, что привело к прекращению выплат бюджетникам, а с мандаринами начались проблемы, считают наблюдатели. Несмотря на то, что экономика Чечни значительно более развита по сравнению с Абхазией, текущий бюджет республики на 82% формируется за счет различных субсидий из Москвы. Эти субсидии на одного чеченца в 3 раза больше, чем на абхазца, и в 11 раз больше, чем на жителя Тульской области. Как написал канал «Кавказ-Ликбез» по поводу заявлений главы Чечни, это звучит дерзко и указывает на явный конфликт интересов между Грозным и федеральным центром. Кадыровская свобода действий вызывает все больше вопросов. Особенно его возмущает работа правоохранительных органов в отношении мигрантов, которых он называет «нашими братьями», а московская прачечная отмечает, что Кадыров следует по опасному пути Евгения Пригожина. Пригожин начал с критики Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации и завершил маршем справедливости, приведшим к его трагической гибели и краху его империи. Глава Чеченской Республики не только бойко критикует глав СКР и МВД, но и лезет не в свои дела, рассказывая, почему потеряли Украину и Грузию. Действительно, Кадыров влез в большую политику весьма некорректно, заявив: «И потом говорят, что с нами никто не хочет дружить, общаться. Не верят нам. Как можно? Почему Украину мы потеряли, почему мы Грузию потеряли, почему так натянуты отношения с другими государствами? Потому что люди не на своих местах», — сказал Кадыров. Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте, главный редактор информационного агентства «Регнум», написала по поводу этого, что значит «почему мы потеряли Украину, Грузию». То есть человек воюет почти 3 года и до сих пор так и не понял, почему, как и что случилось. Не понимает причин конфликта? За что же он тогда воюет? Тем более, если мы, по его словам, сами виноваты. Нужно отметить, федеральный центр никак официально не отреагировал на заявление Кадырова. Лишь муниципальные депутаты Краснодарского края призвали главу Чечни снизить накал напряженности и извиниться перед главой Следственного комитета. «Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным», написал краснодарский мундеп Сергей Кусмаков. Его поддержал коллега Сергей Климов. По их словам, они не боятся негативной реакции из Чеченской Республики, ведь никто никого не оскорбил, и стремятся вернуть ситуацию в правовое русло. Тем не менее, депутаты получают тревожные сообщения с предупреждениями типа «готовься и остерегайся». Однако Рамзан Кадыров извиняться не стал, и тогда в Чечне отключили интернет. Причем всего на 1 день и в рамках учений, как заявил Минцифры России по согласованию с ФСБ России и Роскомнадзором. Это положение дел подчеркивает полную зависимость республики от федерального центра, и речь идет не только об интернете. Если сократить текущий уровень дотаций, поступающих из Москвы в Грозный, жизнь в Чечне резко ухудшится. Россия уже продемонстрировала подобную ситуацию на примере Абхазии, которая существует на российские средства, но при этом инвестиции в республику заблокированы. Подходит ли здесь сравнение Чечни и Абхазии? Бюджет Абхазии на 2024 год составляет 12 миллиардов рублей. Объем безвозмездных поступлений от нерезидентов Абхазии, в основном от России, составляет 5 миллиардов рублей, что составляет около 43% доходов республики. Бюджет Чечни на 2024 год включает 123 с небольшим миллиарда рублей, из которых 101 миллиард – это безвозмездные поступления из бюджета Российской Федерации. Это составляет 82% от общего объема доходов.
Только подумайте, более 80%. Теперь рассмотрим вложения России на одного жителя этих двух республик. Население Абхазии составляет 244 тысячи человек. Разделив 5 миллиардов 156 миллионов на это число, получаем приблизительно 21 тысячу рублей на одного человека. Население Чечни насчитывает 1 миллион 552 тысячи человек. На них приходится 101 миллиард рублей с небольшим. Соответственно, получается около 66 500 рублей на каждого жителя, что в 3 раза больше, чем на жителя Абхазии. Сравнив дотации Чечне с субсидиями обычной области с аналогичным населением, например, Тульской, пропорции выглядят еще более внушительными. Объем доходов бюджета Тульской области также сравним с бюджетом Чеченской республики – 122 с лишним миллиарда рублей. Но объем безвозмездных субсидий из федерального бюджета составляет 8,5 миллиардов рублей или примерно 5800 рублей на человека. Это в 11,5 раз меньше, чем на жителя Чечни. То есть на условного Ваню из Тулы тратится в 11 раз меньше, чем на условного Ахмеда из Чечни. Да, Абхазия чужая, а Чечня и Тула свои. Но это условность, ведь 90% жителей непризнанной республики имеют российские паспорта. По сути, это тоже регион России, только еще более особенный, чем Чечня. И в отличие от Абхазии, в Чечне федеральные инвестиции только приветствуются. Понял ли Рамзан Кадыров этот намек Москвы? Судя по всему, пока нет, уверены эксперты. Вместо этого он записал видео с находящимся в розыске Ахмедом Белхароевым, признанным в России террористом и экстремистом, который является лидером ингушских баталхаджинцев, признана сектой и запрещена в России. На весь мир, всем службам Российской Федерации, если белхароевцы, баталхаджинцы террористы, то я номер 1 террорист. Если они секта, то я номер 1 секта, сказал Кадыров. То есть пока глава Чечни не настроен ни извиняться, не сгладить возникшее напряжение с федеральным центром. А тут еще появилась информация, что Китай выразил недовольство деятельностью Рамзана Кадырова. Телеграм-канал «Конспиролог номер 1» пишет, что много лет Пекин закрывал глаза на то, что Чечня фактически является независимым анклавом с собственной армией, игнорирующим законы России. Однако ситуация изменилась. Китайские дипломаты отмечают, что хорошие отношения с арабским миром поддерживаются лично Кадыровым, а не Россией в целом. Это, по мнению китайской стороны, не только не укрепляет российское влияние в регионе, но и усиливает позицию самого главы Чечни. Такой перекос вызывает недовольство Пекина, который настаивает на решении проблемы. Китай требует от Москвы обеспечить соблюдение чеченским руководством российских законов и ограничить автономию Кадырова, так как подобная ситуация подрывает общую стабильность и стратегическое сотрудничество между странами. Если это правда, то у Кремля появился еще один стимул в том, чтобы вернуть ситуацию, связанную с заявлениями и действиями главы Чечни, в строгие рамки федерального законодательства, существенно ограничив нынешнюю автономию. Понятно, что никто не хочет идти на какой-то открытый конфликт. Проблему постараются решить кулуарно. Как сказать, пока трудно. Не исключено, что вместо кнута, на который намекнуло отключение интернета, выберут, как обычно, пряник, увеличив и без того беспрецедентные дотации республики, считают наблюдатели. Кстати, конфликт Кадырова и Бастрыкина далеко не первый. В июне этого года глава Чечни призвал председателя Следственного комитета быть осторожным в своих высказываниях и не ассоциировать ислам с терроризмом. Это заявление стало ответом на комментарии Бастрыкина об исламистах. «Мусульмане не совершают теракты», написал тогда Кадыров в своем посте в Телеграм. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!